Всем привет! Это печенье станет настоящим лакомством для всей семьи, а приготовить его невероятно быстро и просто. В миску высыпаем 100 грамм сахара. Далее по желанию можно добавить 1 чайную ложку ванильного сахара. И разбиваем в миску 3 куриных яйца, небольшая щепотка соли и перемешиваем все венчиком. В этом рецепте не понадобится ни миксер, ни мука, ни масло. Все настолько просто, всего 3 ингредиента. И последним нашим главным ингредиентом является кокосовая стружка. Ее нам понадобится примерно 250 грамм. Все зависит от того, какие по размеру яйца вы будете использовать. Добавляем стружку постепенно, перемешиваем и ориентируемся на структуру теста. Я использовал яйца категории C0, и кокосовой стружки мне потребовалось 280 грамм. Если использовать категорию C1, то как раз получается 250 грамм кокосовой стружки или даже чуть меньше. Наша масса по структуре своей должна получиться уже не вязкой такой, а достаточно плотной, чтобы из нее можно было легко слепить шарики печенья. Противень застилаем хорошим пергаментом. Руки для удобства можете смочить водой или смазать растительным маслом, чтобы меньше прилипало тесто. Шарики делаем размером примерно с грецкий орех или чуть больше, как вам больше нравится, так и делайте. Весь процесс приготовления занимает очень мало времени, поэтому перед началом готовки можете сразу ставить разогреваться духовку до 160 градусов. И пару слов о кокосовой стружке, если возможно вам показалось, что использовать такое количество будет слишком дорого. Вовсе нет. В интернете на всех популярных маркетплейсах вы можете заказать килограмм кокосовой стружки по цене примерно 300 рублей, что, согласитесь, совсем недорого. И такое вот вкуснейшее, нежное, хрустящее кокосовое печенье обойдется вам по себестоимости примерно в 200 рублей за килограмм. И поверьте, приготовив такое печенье один раз, вам захочется его сделать снова и снова. Оно нереально вкусное, особенно если вы любитель кокоса, это просто находка для вас. Шарики можно немного приплющить и ставим в духовку разогретую до 160 градусов примерно на 15-25 минут. Время приготовления будет зависеть от того, какого размера у вас печенье. Оно должно хорошо подрумяниться. У меня время приготовления заняло 22 минуты. Во время приготовления на кухне просто невероятный кокосовый аромат. После приготовления печенье будет мягким и нежным, а через какое-то время корочка сверху станет хрустящей, а внутри оно также останется нежным. По желанию можно посыпать сахарной пудрой сверху. Также вы можете модернизировать рецепт и добавить в середину каждого печенья, например, орешек, а может быть кусочек шоколадки или что-то еще. Проявляйте фантазию, делитесь в комментариях вашим кулинарным опытом. Я уверен, вся ваша семья будет в восторге от них. Наслаждайтесь! Приятного аппетита! Такое простое печенье, просто райское наслаждение. И если ты любишь кокос, готовить или нет, не возникает вопрос. Друзья, я желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения. Готовьте вкусно, готовьте просто и мыслите позитивно. И смотрите наши ролики, там много всяких интересных видеорецептов. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!